В течение многих лет это орудие было самым дальнобойным артиллерийским орудием в мире, с дальнобойностью обычного полного снаряда в 27 километров, а активно-реактивного в 40 километров. И сегодня это новый формат, новый калибр для нашего шоу, потому что, знакомьтесь, сегодня 130-миллиметровая пушка М-46. Кстати, эта пушечка стала основой для опытной М-65, а любители танчиков сразу же вспомнят объект 277 и 770. Ведь есть такие? Напишите в комментариях. И первым, что бросается в глаза, это 7-метровый ствол. Вы, должно быть, хотите технических характеристик, или дайте-ка я подумаю. На ютубе здесь вечно провал, такой типа, давайте типа скипнем это и все такое. Тогда я предлагаю начать сначала. Видите ту гору покрышек вон там впереди? И сейчас сделаем пристрелочный. Погнали! Взрыватель мы сегодня будем использовать В-429. Российский взрыватель, который имеет 3 вида действия. Вот в таком положении, когда вот этот краник на О это значит осколок, З это значит замедление. То есть вот в таком виде у него будет фугасное воздействие, потому что колпачок накручен. Если мы скручиваем колпачок, у нас получается осколочное действие. А если мы вот этот краник переведем на З, у нас получится замедление. Замедление используется для двух, опять же, атак. Например, если нам нужно, чтобы над окопом каким-то взорвалось, то мы стреляем под окоп с замедлением, и снаряд уже вверх поднимается и в воздухе разрывается. Или второе, если нужно конкретно что-то пробить. То есть он пробивает там бункер или еще что-то, и уже внутри имеет осколочно-фугасное воздействие. Мы его накручиваем и переносим этот снаряд туда, где он должен находиться. В пушку М-46. И прежде чем мы начнем, я хотел сказать вот что. Возможность удерживать стабильную стоимость – важнейший аргумент при выборе подрядчика. Бухгалтерские услуги не являются исключением. И, кстати, да, на протяжении 10 лет предпринимателям в этом успешно помогает компания Мака Эксперт. Стабильность ценовых условий является одним из основных преимуществ первого аутсорс-конвейера Мака. Основатель компании, этот парень, которого зовут Лыков Александр, не понаслышке знает о всех трудностях, связанных с расходами на содержание бухгалтерского штата, и о том, как тяжело руководителям приходится сдерживать рост зарплат в период всеобщего кризиса и все такое. С момента основания Мака не повышали стоимость услуг, и 2024 год не является исключением. Лыков гарантирует, что они будут стоять до конца и удерживать цены на докризисном уровне. Полная материальная ответственность, круглогодичный бухгалтерский и налоговый учет. Мака – это фактически человеконезависимая машина, которая без сбоев и простоев выполняет все бухгалтерские и околобухгалтерские задачи, даже сложные и нестандартные, вроде разблокировки банковских счетов и законной отсрочки налогов. Первый в России конвейер бухгалтерских услуг не только поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерии, но и также переведет ее на независимые рельсы, исполняя обязательства по договору, строго ориентируясь на заказчика. Вы можете платить от 2000 рублей в месяц за полный комплекс бухгалтерских услуг с абсолютными гарантиями. На вас работает не один бухгалтер, как это обычно делает Универсал, а несколько специализированных департаментов. Компания полностью автоматизировала процессы учета, и каждый сотрудник Мака Эксперт выполняет ровно одну небольшую операцию. Он знает ее досконально, и отсюда следует, что ошибки сведены к нулю. Гарантия низких цен, инновационные технологии и полная материальная ответственность, плюс первый месяц обслуживания всегда бесплатно. Ссылка на Мака Эксперт в описании. Переходите. Итак, стреляем по покрышечкам. Посмотрим, действительно ли так плох разлет осколков, как говорят. Отлично. Заряжаем гильзу. Также подколачиваем. И закрываем. Остается только дернуть за веревочку. 3, 2, 1. 333!
Тулюсю. Выкидываем гильзу. Добрый вечер. Важно, когда вы достаете гильзу. Нормально, кстати. Подожди, у меня тут отважное дело. Для наводки здесь используются два механизма: артиллерийская панорама ПГ-1 и ОП-4 для прямой наводки. Для продвижения орудие буксируется с помощью двухколесного лимбера, установленного на конце закрытых станин. Ребята тут военные сказали, что есть такая военная наука. Если вы решили прокатиться со скоростью 120 км в час, то, скорее всего, у вас будет сзади полыхать орудие М46. Знаете почему? Потому что эти колеса очень быстро перегреваются, поэтому скорость должна быть не больше 30, максимум 50 км. Приведение вообще-то по различным источникам в боевое положение вроде как занимает 4 минуты. Но я думаю, что они погорячились. Но вообще расчет здесь состоит из 9 человек, а заряды находятся в металлических гильзах и заряжаются отдельно от снаряда. В арсенале пушки имеются разнообразные снаряды, в том числе осколочно-фугасные, бронебойно-осветительные, дымовые и целеуказательные. Ходили слухи о не очень хорошем осколочном поражении. Осколочно-фугасный снаряд весит 33,4 кг, имеет 3,6 кг взрывчатки, однако, что интересно, снаряды 130 мм производим не только мы, но и КНР, Иран и даже Израиль. Каждая из этих стран разрабатывала и производила свои снаряды. Китайцы и иранцы, как сообщается, смогли достичь дальности более 40 километров. 333! Вот это я понимаю, черт возьми! Отлично! Со второго попадания мы порушаем покрышки. Давайте посмотрим, что с ними случилось. На полигончик я сегодня, кстати, приехал на своем Outlander. Он хоть и на переднем приводе, но здесь проходит вполне годно. Сколько может такой стоить на дроме? На дроме есть вот 2.4, как у меня. Есть вот классные 3-литровые GT на полном, чтобы точно проблем на бездорожье не было. Но главное, сделка на дроме безопасная. Тут вы сможете найти объявление непосредственно от собственника. С помощью самых полных отчетов на дроме можно узнать по государственным, коммерческим и прочим базам данных на наличие следующих сведений: реальный пробег, количество владельцев, нахождение в залоге или розыске, ограничения на регистрацию, участие в ДТП, ремонты, штрафы и многое другое. Однако, если вы сомневаетесь в покупке подобного крокодила, на дроме есть отзывы реальных владельцев, чтобы точно не ошибиться. Короче, парни, за машиной идите на дром. Так что там насчет мифа, что хреновый разлет осколков? Так, первое попадание у нас буквально было в 3 метрах от места. Смотрите, там птичка какая-то охреневшая, а тут рядом сидели 2 куропатки. Птичка, ты что, охренела? Конечно, да. Ни хрена. Чего? Офигеть. Залежи камня, прикиньте. Вот это все вокруг. Вот это все вокруг. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Или как там было? Так, вот осколочков-то я, кстати, не вижу. Это вроде не осколок. Короче, первый раз она приземлилась вот сюда. И в буквально считанных метрах, то есть 1-2 метра от непосредственно мишени в виде покрышек, он взорвался. Они остались стоять, я не знаю, что с ними было. Меньше всего мне хотелось сюда подходить перед вторым выстрелом, но я нашел осколок. Смотри, такое ощущение, что это часть взрывателя переднего. Да? Да. Похоже. Это часть взрывателя. Это я заберу с собой. Что-то у нас так много взрывных выпусков, а просмотров не так много. Жалко, что монетизации лишили нас, да? Но на Бусти мы там, конечно, нормально кринжа наваливаем. Так что переходите и посмотрите, что мы там приготовили.
А вот второй выстрел уже пришелся туда, куда нужно. И вот я вижу охрененно здоровый осколок. Смотрите, они такие рваные. Ах, сука! Блять. Каждый раз я это делаю, блин. У меня, наверное, самые обожженные руки. Есть какая-нибудь премия за обожженные руки? Нет? Наверное, нет. Смотри. Сука, горячие пирожки. Горячие пирожки, горячие пирожки. Эти осколочки мы заберем. Я вам скажу, осколки очень крупные. Я думаю, что если они наносят ущерб, то он, конечно, несовместим с жизнью. Покрышки разлетелись в разные стороны. И поражающий эффект, конечно же, не маленький. Вот видите, еще один осколок какой здоровый. Прям очень хороший, как у 152-ки. Так, они разлетелись в разные стороны, большая часть улетела влево, потому что было это под наклоном. Естественно, они пробиты. И те, что в середине, и те, что впереди. Так, это что-то старенькое. Одна покрышка выжила. Во всяком случае, может быть и не одна. О, посмотрите, а ведь одну покрышку просто разметала. Вот и результат. Ничего себе. Если вы укрываетесь за покрышками, у вас шансов не так-то и много. Но, надо сказать, шансы есть всегда. Покрышечка неподъемная, но в ней, видите, охрененно здоровые дыры. Как и в этой. Они как-то так локально вдруг приземлились. Видимо, они летели все вместе. С этой покрышкой то же самое. У нее множественные осколочные. Видите, как осколки проходили полностью, прорезали целую покрышку. Это, я вам скажу, не так-то и просто сделать. Мало того, если вы обратите внимание внутрь, посмотри внутрь, внутри вот этот вот кат, он весь такой слез, видишь? И там еще внутри осколки видно. И вот эти вот проволочки, их много там. В апреле 1946 года Арт-комитет вынес на рассмотрение тактико-технические требования для создания уникального корпусного дуплекса, объединяющего в себе 152 мм и 130 мм. Ну да, пушки на этом лафете. Это надо было для замены уже устаревших 122 мм пушек А-19 и 152 мм гаубиц МЛ-20. Вот с этой штуки хорошо будет лупашить. Длинновато немного, ну да ладно. Работы над проектом были официально утверждены несколькими постановлениями Совета министров СССР, первое из которых было 10 июня 1947 года. Разработанным моделям были присвоены следующие символы М46 и М47. Технический проект был одобрен 28 мая 1947 года, а в июне 1948 на заводе номер 172 были изготовлены опытные образцы двух калибров для корпусных испытаний. И пушки стреляли с единого лафета, суммарно совершив более 2600 выстрелов. Ах да, после устранения недоработок в 1949 году прошли повторные испытания, где М46 выполнила 1249 выстрелов. В 1950 году же обе пушки успешно прошли войсковые испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение, что и произошло в 1951 году. Как-то скучновато, хотите сказать? Так давайте выстрелим нахрен! Помните тот выпуск про Джавелин? Про Джавелин. Я напоминаю, я первый ютубер, наверное, единственный российский парень, простой парень из деревни, из Тюменской области, который стрелял из Джавелина. Так вот, первым выстрелом я сделал как раз-таки попытку пробить вот эту самую бэху. После она, конечно, претерпевала разные изменения архитектуры своей, но один левый борт у нее еще готов принимать удары судьбы. Итак, что ж, друзья, вы посмотрите прямо сейчас, что есть ссылочка на Джавелин. Вот здесь наверняка. Его посмотрите потом, а сейчас давайте перейдем к пушке М46. Сейчас я немножко разверну ствол пушки направо и жахну вон в ту БМПшку, которая немало потрясений пережила в своей жизни. Проверяем наводочку. 400 метров. Все хорошо, работаем.
Нужно слегка подвестись. Подведем прицельчик. Так, я опускаю чуть ниже. Да, снаряд улетел дальше. М-46, по сути, была сделана на базе 130 миллиметровой корабельной пушки Б-13 образца 1935 года, а сама Б-13 была разработана на базе 130 миллиметрового орудия, созданного в 1911 и 1913 годах конструкторским бюро Обуховского завода. Пушки 130-ки были предназначены для установки на легких крейсерах типа «Светлана» и черноморских линкорах типа «Императрица Мария». Ими также перевооружили крейсеры «Диана», «Кагул», «Олег» и другие корабли российского флота. А вообще были корабли типа «Алексей»? Во время гражданской войны это орудие широко использовалось как в пароходах и канонерских лодках, так и в батареях вот этих плавучих. Кстати, как красными, так и белыми флотами. 333! Кстати, вот еще что. Вот эту штуку нужно нажать, вот эту опустить вниз, и только тогда выкидываем гильзу. Гильзу желательно оттолкнуть, потому что может случиться такое, что когда вы тащите новый снаряд, вы можете на ней подскользнуться. Ну и вонище. Б-13 были очень годными орудиями, они превосходили многие системы зарубежных эскадрильных миноносцев, таких как, например, французские. И как по массе снаряда, так и по дальности. 25 километров против 17. Я знаю, что вы мне не рады, поэтому я здесь. Вот такой вот патч мы разыграем, и его получит тот человек, который первый в комментариях напишет, откуда же все-таки к нам пришел калибр 130 миллиметров. То есть откуда он взялся, в принципе. М-46 – это истинная пушка. Она не способна вести огонь под углом более 45 градусов с очень длинным стволом. У нее ствол 7 метров. К сравнению у Д-30 ствол всего лишь 4,3 метра. И здесь раздельно гильзовое заряжание. Затвор горизонтальный, клиновый и открывается вправо. Полуавтоматики здесь нет, клин открывается и закрывается вручную. Ствол состоит из трубы, кожуха, что сверху, казенной части, и вот такого дульного тормоза, который называется перечница. Противооткатное устройство представляет собой накатник, что сверху, и внизу тормоз отката. Тормоз отката гидравлический. Цилиндр тормоза отката закреплен в обоймах люльки, и при откате он неподвижен. Накатник же гидропневматический. Такой длинный ствол позволяет использовать значительный заряд, обеспечивая большую длину для достижения полносгорания и, следовательно, разгона снаряда, что позволяет достичь начальной скорости снаряда 930 метров в секунду. Вот так, кстати, делать не надо. Опять у той же Мсты Б, например, с длиной ствола 8 метров, начальная скорость всего 810 метров в секунду. Этот факт, а также куда более легкий снаряд, обеспечивающий пушке такую шикарную дальность в 27 километров. Щиток защищает не более чем прицел, возможно, в том числе от воздействия дульного разрыва. Или может защитить от стрелкотни, если по вам кто-нибудь охотится в ближайшие полкилометра, например. Сейчас мы со 130 миллиметровым снарядом проделаем следующую штуку. Взрыватель у нас стоит на обычном фугасном воздействии. Сейчас мы сделаем следующее. Мы сделаем осколочное действие. То есть мы выкрутим колпачок и выстрелим без колпачка. Здесь находится мембрана, которая мгновенно сработает при взаимодействии с объектом, и будет осколочное действие. Только что было фугасное воздействие, а сейчас будет осколочное воздействие. Ну, погнали!
Сейчас мы попробуем перевернуть эту бэху еще дальше. Вообще-то ее нехило сейчас развернуло. Там даже что-то загорелось, типа масла или остатки какого-нибудь мазута. Бам! Есть! Поправляем чуть-чуть наводочку. Прикинь, она горит. Ну надо же. Только в крупнокалиберном переполохе горит то, что уже много раз горело. Погнали. 333. Отлично. Бэху еще раз развернула. Давайте посмотрим, что с ней стало. Ни хрена себе. С каждым разом эта бэха поражается масштабу крупнокалиберного переполоха. Смотрите, первый раз я стрелял без замедления. Без замедления он просто пролетел сквозь нее и где-то сзади что-то там шарахнуло. И она чуть-чуть подожглась, загорелась, так сказать, и я решил ее перевернуть. Но, знаете, и еще высадил 2 снаряда. Один из них был с замедлением. И посмотрите, охренеть. Охренеть, ее пробило, и мало того, пробило ее днище осколками. И это очень круто. Давайте-ка посмотрим сюда. Вот осколки. Горячие, заразы, как обычно. Но я их собираю, потом делаю ножи и помогаю людям. Да, на самом деле вы тоже, кстати, можете купить такие ножи. Смотрите, болванку как развернула. Тут осколка было... Осколочек такой, если попадет в вас, знаете ли, у вас будет мало шансов. Вижу часть катков. Бэху сместила. Она стояла вот здесь. Ее сместила, где-то переместила на метр. Воздействие было ни хреновое. С колпачком, без колпачка. Вот такой вот у нас сегодня ребус. Первый раз я стрелял с колпачком, то есть это было фугасное воздействие, и снаряд взорвался сзади. Мы посмотрим сейчас на него. Бэха горит. Куски катка здесь. Это тоже... это, кстати, очень похоже на что-то типа донную часть или кусок. Смотри-ка. Она ведь не из жестяночки обычно сделана, это ведь броня внизу у нее. А вот это вот осколочно-фугасное воздействие первое, когда снаряд врезался, внутри разорвались осколки, и посмотрите, что с ней произошло с той стороны. Ее так как консервную баночку разложила. Посмотри сюда, ну что за красота, а? Тут даже, по-моему, трансмиссионное отделение отделилось от трансмиссии. Или что это, хрен его знает. Но ее хорошенько так разложила буквой «В», как будто бы она о чем-то нам говорит. Да, если вы понимаете, о чем я. А если вы понимаете, о чем я, так напишите в комментариях. Что это за такая буква «В»? Ногу я знатно себе подколотил, знаете ли, залазя на ствол. Да, еще одно предостережение: не залазьте на ствол М46. Это слишком большой калибр для того, чтобы на него залазить. Точнее, 7 метров. Ну ладно. Чего? Ты слышал, какая-то лягушка тут что-то делала? Давненько я не был. Закисли вы тут в своем болотце? Это я к лягушкам обращаюсь, если что. Смотрите, видите, нижняя часть чего-то там отвалилась. Вы заодно напишите, чего эта часть. Так странно. Такое ощущение, что снаряд упал вон туда, где горит трава, видите? Вот еще один каток, посмотри. У нас, видите, в месте, где мы снимаем, уже цветочки вовсю, подснежники, катки. Но вот там, если вы посмотрите чуть-чуть левее, вы обнаружите танчик, который претерпел хреновую тучу попаданий. И он терпел, и такой, типа, надеюсь, это весь арсенал, который у тебя есть, говорит парень. И я такой, нет, подожди, братишка. Тут несвойственный снаряд у меня есть, 130 миллиметров. Хрен знает какого производства. Ну, вы это знаете, какого производства, я думаю. Они ведь необычные, как вам показалось. Пробьется ли броня танка? Вот в чем вопрос следующего эксперимента. И без раздумий стрелять мы будем прямо сейчас.
Опускаем пушечку ниже. И знаете, куда я прицеливаюсь? Я прицеливаюсь в днище танка. Точнее, в лоб танка. А сейчас, друзья мои, мы оставляем колпачок и поставим замедлитель. То есть перевернем вот этот вот штепсель в положение Z. И посмотрим, как это повлияет на пробитие. То есть поможет это пробить танк или не поможет, я без понятия. Переводим в положение Z. Бам! Видите, стрелочка. И погнали работать. Подписчицам крупнокалиберного переполоха посвящается. Вошел четко в люк, это значит, что нужно докрутить чуть-чуть по вектору налево. И этим я сейчас прямо займусь. М-46 впервые была открыто показана в 1954 году в Москве. И первоначально она заменила 100-мм полевую и противотанковую пушку БС-3. Для борьбы против тяжелых танков своим бронебойным снарядом она спокойно прошивала 250 мм брони. Однако, благодаря большей дальности стрельбы, она хорошо подходила для контрбатарейной борьбы. Она состояла на вооружении по меньшей мере 25 стран и по лицензии производилась в Китае под обозначением Type 59. В советско-российском арсенале она была заменена на 2.36 Гиацинт-Б и самоходную 2С5 Гиацинт-С. Во время китайско-вьетнамского конфликта в 1979 году дальнобойное орудие Type 59 играло ключевую роль в сражении и зарекомендовало себя очень высоко. М-46 же активно использовалась народными вооруженными силами освобождения Анголы во время гражданской войны в Анголе и пограничной войны в Южноафриканской республике. В середине и конце 1970-х годов ангольские М-46 с некоторым успехом применялись в качестве контрбатарейной артиллерии против южноафриканских артиллерийских подразделений, имевших сравнительно малокалиберные средние пушки БЛ-5. Позднее Южная Африка приобрела 6 М-46 у Израиля для оценки, что, вероятно, и повлияло на разработку гаубицы G5, которая была принята на вооружение для борьбы с дальностью и эффективностью полевых орудий ангольцев. Народные силы обороны Танзании имели на вооружении несколько пушек М-46 во время войны между Угандой и Танзанией в 1978-79 годах. Версия этого орудия, возможно, китайского производства, ведь Type 59-1 предположительно использовались в Северной Корее для обстрела южнокорейского острова Йопхёндо в Желтом море 23 ноября 2010 года. Главным недостатком этого орудия является его вес и габариты, что делает его не слишком удобным для использования в современной маневренной войне. И особенно это заметно при ведении контрбатарейной борьбы, когда расчету сложно быстро маневрировать и переставлять орудие. Тем не менее, существует информация о том, что на Ближнем Востоке данное орудие устанавливали на шасси мощных грузовиков типа Mercedes, превращающие их в мобильные огневые средства. Хорош болтать, время стрелять. Это был с замедлением. Вы все видели сами, все видели на коптере. Сейчас я стреляю обычным фугасным воздействием. И у меня есть еще осколочные. Да, все работенка грязная, приходится делать самому. Бой! Работаем, братья!
Ну что ж, господа, самая крупная мишенька сегодняшнего дня. Извините, бегать я сегодня могу только как заяц. Это ж надо, какой силы был удар, что танчик еще раз перевернуло в грязь, а? Первым я попал вот в этот огромный люк. Люк, я твой отец! И доломало, так сказать, днище. Но лобовое столкновение принесло нам следующий результат, и мы видим вот это. Сука, почему все время я хватаю руками то, что хватать не нужно? Видите, это свечение, такое ощущение, что здесь как будто кумулятивочки немало так разразилось. Но это осколочно-фугасное воздействие. И осколки здесь внутри, видите, они прям посыпались. Часть осталась внутри, часть прорезала металл. И, как горячо. Как горячо, друзья мои. Мне кажется, сегодня было достаточно горячо в этом выпуске, чтобы вы поставили лайк этому видео, написали свой комментарий и бахнули в колокольчик, чтобы мы с вами встречались чаще, потому что, знаете, не так и много приходит уведомлений от нашего переполоха в последнее время. Монетизации-то нет, а если вы уж совсем преданный подписчик, то подпишитесь на Бусти. У нас мечта такая, знаете, на 5000 подписчиков я бахну 3 текилки по 50 грамм, хотя бы. А я, знаете, как напьюсь, а я ведь вообще не пью, сразу же начинаю творить всякий беспредел, и мне лучше не попадаться в это время. Остается сказать лишь одно, что с вами крупнокалиберный переполох, и, по-моему, сейчас достаточно интересно. Увидимся.